Так, во-первых, для тех, кто нас не знает еще, не совсем знаком, не успел посмотреть старые видео, мы Дима и Нави. Я из России, Нави из Филиппин. Мне на этой неделе будет 31, Нави 29 лет. Мы познакомились еще почти 2 года назад на Филиппинах. И в прошлом году, в марте, ровно год назад, мы приехали во Вьетнам на 3 месяца. Но случилась непредвиденная эпидемия, человечество было под угрозой, все границы закрыли. И поэтому мы год уже здесь. И в сентябре мы узнали, что мы станем родителями, поэтому мы станем родителями уже в мае. Вот. Сейчас мы находимся в столице Вьетнама, в Ханое, потому что на этой неделе, возможно, у нас свадьба, если у нас все получится, который мы уже делаем, процессом, которым мы занимаемся уже очень давно. Вот. Но из-за бюрократии у нас вышли некоторые сложности. Вот. Поэтому вот вчера я выложил новое видео, поэтому сегодня настала новая неделя. Я буду просто снимать эту неделю, что будет происходить. Вот. Поженимся мы, не поженимся на этой неделе, мы узнаем. Ну и просто поговорю, отвечу на самые популярные вопросы, которые мне уже на самом деле надоело отвечать, но решил вот в одно видео самый такой. Потому что я на это постоянно отвечаю, но люди постоянно опять спрашивают и спрашивают, потому что не все смотрят все видео абсолютно, поэтому я скучкую и расскажу просто в этом видео. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот я, кстати, сказал, хорошо попросил в прошлом видео подписаться на канал, и сразу мне за ночь подписалось почти 500 человек. Так что, ну, могете же, когда хотите, когда вас попросишь, вот. Так что я еще раз прошу, подписывайтесь, пожалуйста, потому что рекламодатели обращают внимание на эти цифры в подписчиках и так далее. Хотя просмотров у меня много, вот, но, видимо, у них какие-то стоят фильтры. Вот. Ну и лайк для поддержки и комментарий, конечно, очень поможет. И почему мы должны жениться именно в Народном комитете, не в посольстве? Тоже много вопросов. В общем, в посольстве могут жениться только 2 человека из этой страны. Например, в посольстве РФ могут пожениться только 2 человека с РФ гражданством. Нужно идти вот в этот Народный вьетнамский комитет, в котором нужно собрать документы. Ну, такие же, наверное, документы, что ты не замужем в своей стране. Вот, у нас все приняли документы, сказали, все, ништяк, вот 18-го приходите, вот, сегодня 15-й, вот через 3 дня мы пойдем. Мы не поняли, что они нам сказали, потому что они не говорят там на английском, и она сказала, ну, как мы поняли, она говорит, что вы придете за сертификатом о замужестве. Вот, мы его получаем, наверное, вьетнамский, и я его легализую в российском консульстве, она легализует его в филиппинском консульстве, и будет он равноправно действовать везде. На Филиппинах, в России и в Вьетнаме. Вот. Нужно только перевести и перевод этот заверить. И данные отправить там в ЗАГС и так далее. Все, поехали в спортзал, а потом в торговый центр. Все, как всегда, пешкариком идем. 15 минут. Я 15 минут, наверное, 40 обычно ходят. Разминка в горку. Делаем подъем в горку. Постепенно прибавляем. Пешком ходить очень полезно, особенно для беременной женщины. Нави Боб Марли сегодня. Такой у нас зал скромный.
$1,5 за занятие. I'ma comb my hair and slip into something new. You got heavy feels, mine are heavy too. There's a million ways to say you want me. Not a million. Все, мы закончили. Пойдемте перекусим. О, байк как у нас. Байк путешественника. Сразу видно. Как у нас был на севере. Все, поехали. Перекусим и поедем в магазин. Может быть, H&M. I'ma be your man. There's a million ways to say you love me. Hi. But none of them will do when push comes to shove. If I wasn't made of stone, you would break me. If I wasn't made of Зашли по пути кофейку выпить и съесть наш кебаб тут. Смотрите, какой вид. Мое почтение. Мое почтение. Машины внизу есть. Ями. И поедем в H&M, мой любимый магазин, который был в России. Здесь он немного дороговат. Вот, но там я могу найти то, что нужно. Рубашку хочу приличную какую-то купить. В ресторан сходить или Mini-fish. на свадьбу. Рыб много видно. Your Круто. mini-fish. На GoPro не знаю, будет видно. Камон. Смотрите, какой у меня кофе. Что-то новенькое с пенкой. Типа местные платы. So What? strange juice. What? So salty and something sour. What you expect when you order? It's really Salty? like it's really like some kind of Что? it's some kind of dried fruit with Это salt and salty. очень соленый сок, Salt and как sugar. будто вода с солью и еще с чем-то. Maybe you need to mix better. It's already mixed. Может, это полезно? It's dried apricot. Априкот. Dried. Что такое априкот на русском? Like, what is this? Нету. What are you drinking? Something strange, something new. New flavor. Все, мы на этот первый раз в этом торговом центре. На этот раз мы сфотографировали парковку нашу. В прошлый раз мы час не могли найти. I took video, not photo. Даже видео. I make фото. И фото, и видео сделали, чтобы наверняка не потеряться. Потому что парковки огромные, да, и потом выйдешь с другого выхода. И всё. Здесь торговые центры не как у нас, для более обеспеченных слоев. Типа здесь нету прям вот дешевых каких-то магазинов, как у нас. У нас в торговых центрах всегда есть что-то и дешевое, и дорогое, и брендовое, или нет. А здесь, ну, в Азии, по крайней мере, во Вьетнаме вот все в основном дорогое. Вот такой H&M считается здесь тоже, по сути, дорогим. Хотя в России нормальная средняя цена. Здесь дороговато. Но он мне Old Navy. Navy. Old Navy. Старая Navy.
Pushka 90. Но на Филиппинах удобно есть торговые центры такие, более скромные, ну, не без такого, без всяких этих ремонтов. Вот, и там все дешевое тоже есть. В Вьетнаме не встречал пока этого. Вот мотоцикл. Here already. Two floors. Looks so big. Дети. Надо на свадьбе часики купить. Вау. For girls here. I guess in second floor. We can go here. Dimitri MD. Careful for him. Oh, Dimitri Doctor. Yeah, this fun. Dimitri MD. Buy now because when your is out, you cannot buy anymore. Nice it is. Все, купили еще продукты. Вот. Еще в таких торговых центрах все время Винмарт, нету какого-то более дешевого тоже магазина, супермаркета. У нас там и магниты, и пятерочки такие дешевые. А здесь Винмарт, ну это самый, наверное, такой популярный дорогой супермаркет. Ну, не самый, но дороже среднего, я думаю. Go turn around. Huh? We need to turn around. Careful. Все, вернулись мы домой. Вы знали, кстати, что изменения в организме во время беременности, ну, не только у женщин. Ну, я вообще об этом ничего не слышал на самом деле, просто по себе заметил, что я тоже стал меняться, когда мы стали ждать ребенка. Мое тело тоже стало меняться, то есть, не знаю, это может защитный какой-то рефлекс или непонятно. Притом, как я представлял беременную женщину, это наоборот, ну, какие-то психи, там будет тяжело, постельный режим. Ну, я как всегда, когда видел тоже девушек там беременных в России и так далее, всем так все тяжело, надо прям уступать всем место. Ну, типа, прям серьезно такое ноша как будто. Ну, и всяких шуток полно на эту тему, там, что муж в 3 ночи ходит там в магазин. Становится все наоборот, все спокойно, просто живот растет. Ну, и тяжелее, да, какие-то физические вещи делать, это понятно. По лестнице там подниматься, но так в целом все вообще хорошо. Может, первый триместр был только такой довольно нервный для нее, потому что, ну, был какой-то токсикоз, там, запахи, не знаю, плохое настроение переменчивое, усталость, вот. И тошнота, да, рвота и тошнота каждый день была. Вот. Ну, только первый месяц, может, 2. А дальше вообще все легко, спокойно, хорошо. Вот, а у меня изменения прикольно, что стало. Я стал как будто более выносливый, сильный. Не знаю, может, тестостерон как будто прям прибавился сильно. То есть и в спортзале больше силы прибавилось, хотя особо практически, ну, стали реже тренироваться, но все равно больше веса как-то получается делать. И физически стал больше, ну, набирать вес, стал массу, жир, там все дела. Потому что я раньше весил, кстати, 56 килограмм при росте 184 сантиметра.
Сейчас уже, наверное, за 70 далеко. Вот, ну то есть и волосяной покров стал больше расти, короче, на лице волосы стали сильнее расти, на ногах ноги покрылись волосами, как будто в холод приехал. Обычно, ну да, зимой, под зиму оно приспосабливается, а это здесь в Вьетнаме так стало. В общем, тоже изменения есть, и это прикольно. Наверное, организм готовится стать батей, не только мамой. Ну, вот. Это прикольно на себе ощущать. Ну ладно, пойдемте монтировать, отдыхать, ужинать и так далее. Моя девушка беременна. Tell me, tell me, tell me. I'm not being funny. How much do you love me? Tell me, tell me, tell me. Нави купила в H&M тоже, рожденный в 2021. Это первая одежда будет для Юрия, для младенца. Mountains make you love. Heart shot from above. Need you like a drug. This could last Ну и почему мы в Россию сейчас не едем? Ну потому что это уже стрессово, да, как я говорил, 2 месяца осталось до родов, и да, там для меня это привычная среда. Ну, многие говорят, дом, комфорт, стены греют, мама и так далее. Да, для меня да, но тут главное надо позаботиться о Наве, а для нее это вообще другая среда, она никогда не была за границей, то есть вот Вьетнам первая страна, но это все еще Азия. Другая погода, другая еда, ну, климат, люди, ну и смена часового пояса, и это очень стрессово все отразится на ней. Вот, возможно. Да, она сильная, но этот лишний стресс нам ни к чему. Вот. И меня даже мама моя поддерживает тоже, как бы она не хотела нас увидеть, и чтобы мы были в этот момент рядом, но все равно нужно осознавать и принимать, да, риски, что, да, этот и перелет долгий, к тому же, если ехать, мне надо ехать в Астрахань, Астрахань мой родной город, там у меня мама, и это перелет. Во-первых, в Россию нет прямого перелета, это уже 2 перелета, там через Турцию, Москва, а потом из Москвы еще лететь в Астрахань, то есть 4 самолета, но это с ума сойти, даже для небеременного человека, вот это тяжело, а для нее тем более. И там опять, да, новая еда, другая погода, в общем, ударит, да. Поэтому лучше родим, подождем немного. Ребенок там 4-5 месяцев будет. Ну, после 3 месяцев самое главное, я думаю. Там посмотрим. Улетим домой. Ями. Ой, It's your душевно. sauce. Поехали подстригаться. Haircut. К свадьбе готовят. Bring your mask. А мы еще кое-что купим It's a потом, surprise. попозже, к свадьбе. Вот, кстати, одна из причин, почему мы на мотоцикле, потому что Азия это не о машинах, а на мотоциклах, даже учитывая, сколько здесь места. Где тут парковать машины, скажите? Я знаю где, может снаружи. Посмотрим. Это сюрприза. Это моя сюрприз. Нету здесь мест. Вот. Не говоря уже о том, что это безумно дорого. И беременные вы или нет, 5 детей у вас, или сколько у вас в семье. Все ездят здесь на байках, и это нормально абсолютно. Мы осторожно, потихонечку. Та-дан! Let's go! Let's go, everyone! Mountains make you love. Heart shot from above.
Здравствуйте. You like your haircut? У нашего Хенри You где? also took this? Уже третий раз у него стрижаемся. Also with this? Yeah. К свадьбе готов. It's a game. Look. It's like that, just always give your way. It's good. Everything not fast. Хорошо, что скорость маленькая. Ну, все ездят медленно хотя бы. Вот. Представляете, на машине здесь ездить? Не развернуться просто нигде. Это нереально. За огромные деньги за машину, за налоги и так далее. Вы получаете, что вы нигде не можете парковаться, развернуться. Вот, но все ездит аккуратно, и аварии я вообще очень редко вижу. Главное под грузовик не попасть. Или автобус. Остальное, в принципе, можно все пережить. Нужно успевать уворачиваться. Как в игре Subway игра. Нужно постоянно хоп, лево-право, постоянно ожидать от кого угодно, что угодно. Вот. Если вы ожидаете, то в принципе ничего страшного не случится. Вот. Главное все время быть во внимании, не отвлекаться никогда. Поскорее бы в Дананга уже попасть, там такого нет. Там есть, но в отдельной части Дананга, не везде. Где мы будем жить, там спокойные большие дороги. Лучше лишний раз уступить. Главное, чтобы сзади никто не гнал, чтобы сзади не врезали. То есть зеркала смотрим, и лучше уступить, остановиться. Кто его знает, видит она тебя, не видит. Вот, пожалуйста. Это норм. О, we already gone. Careful then, be very careful. With diamond. Where is cheaper here? Cái này nó sẽ dày hơn chứ. Nên nếu bình thường thì cái nằm ở nhà mình bao giờ nó cũng rộng hơn. Thế phải It's okay size like 9. that or too small? Thử đi. Too small. Too small? It's thinner, more than this. It's smaller. This one size. 8 đây đúng không? 8 là 9 bên ngoài đúng không? This is 9. Dạ. Này. Nhưng mà chị thích Все, заказали кольца. Наши размеры. За 7 миллионов, ну, $300 получается. Ну, решили особо не выделываться. Вот. Через неделю, правда, будут готовы, так что у нас на свадьбу их не будет. Вот. Мне понравился здесь магазин, прям хорошо они. Уютно. И водичку, и конфетки дали. И охранник маску даже подарил. Вот. At least you have free mask. Да. What about your polo? Good. I found a new place. I found a place. Все, зашли в местное кафе супчика отведать. At least I will not miss you. Рыбного с морепродуктами. 35-50 тысяч за порцию. $1,5–2. It's crummy. Что мне нравится, что здесь зелени всегда много. Витаминов. Let's put a little bit of Метро. Зитом. look. Actually, Скрами.
Что мне нравится во Вьетнаме, везде вы так можете поесть нормально, вкусно. Ну, практически везде. Все, вот мы и дома. Время 7 часов. После 7 я обычно ничего не делаю, в плане работы. Поиграю в игру, музычку послушаю, чисто потом перед самым сном книгу почитаю. Сейчас читаю книгу «Разумный инвестор» называется. Учусь инвестировать правильно. В общем, зачем мы вообще женимся, кстати, во Вьетнаме? Почему именно, еще многие не поняли, насколько я понял, судя по комментариям. Почему мы не поедем в Россию или на Филиппины, как многие спрашивают. Типа, поезжайте на Филиппины, там и поженитесь, проще будет. Или поезжайте в Россию, там проще будет, и родите. Так вот, в этом и проблема. Мы не можем, пока мы не в браке, мы не можем никуда поехать из-за того, что страны все закрыты. Филиппины, они закрыты для туристов, поэтому мы не можем на Филиппины просто так поехать. Если мы поженимся, то я имею право, ну, как муж уже, как член семьи филиппинской, я могу уже поехать. Также и в Россию. Вот. Нави не может попасть из-за того, что туристам не выдают визу. Вот. Потому что я спрашивал тоже в консульстве, вот у меня она беременна, мы там собираемся пожениться, как невеста, может, нет, говорят, женитесь, тогда можно поехать. Наверняка есть какие-то лазейки, но в это надо вникать, и это будет, другой вопрос уже. Поэтому мы здесь хотим пожениться. Сейчас, правда, уже стало поздно, мы хотели это в Россию поехать или на Филиппины на более раннем сроке, но сейчас уже поздно куда-то ехать, и мы решили остаться здесь, в Вьетнаме все-таки пока. Мы решали последний месяц, что делать, и решили остаться, наверное, во Вьетнаме, именно в Дананге, первый город, в котором мы жили 4 месяца, нам там очень понравилось, у нас там уже есть знакомые с детьми, Илья там рожал, в августе у него дочка появилась, жена у него рожала, и уже знаем там в какие клиники обращаться, которые не будет там $1 миллиард стоить, как Винмек, который на Фукуоке или здесь, и... В общем, этот город довольно-таки большой, там он все развито. Если что-то сломается у меня, я там всегда могу купить. И, в общем, мы как женимся здесь, едем в Дананг, наверное, и живем там, сразу арендуем квартиру, наверное, на несколько месяцев. Там не знаю, наверное, может, на полгода даже. Посмотрим. И уже потом мы с ребенком, когда он немного окрепнет, когда ему будет несколько месяцев, 3-5 месяцев, и после этого мы поедем либо на Филиппины сначала, просто погостить, и в Россию погостить, либо в Россию или на Филиппины потом погостить, не навсегда, а на какое-то время, в Россию, может, тоже на полгода, на Филиппины, может, на несколько месяцев, и потом уже будем смотреть, куда дальше еще двигать. Еще вопрос о гражданстве, какое гражданство ребенок получит. Вьетнам не дает по праву почвы, или как это называется, гражданство, поэтому гражданство будет российское и филиппинское просто одновременно. Я прочитал, что я в течение месяца после родов, и даже в Дананге, смогу получить гражданство для ребенка, просто потому что один из родителей с гражданством РФ. На Филиппинах то же самое, да. Может, не в первый месяц, мы чуть попозже, потому что консульства нет в Дананге филиппинского, но попозже мы, когда полетим в Ханой, сделаем еще гражданство филиппинское. Все, пока спать. Увидимся завтра. Все, вот мы и дома. Нет, камера опять падает. Мне кажется, it's falling down, I think. It's moving. Сломанный. Ау, моя спина. Мой бак. И моя спина. Уже старый стал. И сегодня парикмахер такой говорит: о, у тебя белые волосы, становишься симпатией.